У меня хорошая новость. Кроме чистых пляжей, недорогих отелей и дешевой еды, в Да Нанге еще есть на что посмотреть. В этом видео мы расскажем вам не только о топовых достопримечательностях Да Нанга, но еще и как туда добраться и сколько это стоит. Мост Дракона стал самым узнаваемым местом в Да Нанге благодаря тому, что каждую субботу и каждое воскресенье в 9 часов вечера люди приходят на эту площадь, чтобы посмотреть, как из пасти дракона извергается пламя. На мосту уже целое столпотворение народа. Все потому, что через 5 минут дракон выпустит свое пламя. Мраморная гора находится всего в 15 минутах езды от Да Нанга на юг, в сторону Хаяна. Это место однозначно стоит посетить, потому что кроме самой горы вы получаете еще и пещеры и классные храмы. Стоимость билета 40 тысяч донгов с человека. Но если вы хотите подняться на лифте, что не обязательно, то нужно заплатить еще 40 тысяч донгов. Мы находимся в пещере Хуен Кон. Это самая крупная пещера на Мраморной горе. И это действительно впечатляет. Такой большой зал. Здесь стоит огромный Будда, здесь другие буддистские боги, китайские. На стенах надписи китайских иероглифов, французские какие-то тексты. Мы их не расшифровывали, но выглядят достаточно древними. Байк можно бесплатно припарковать у одной из сувенирных лавок, но за это вас попросят настойчиво купить сувенир из мрамора. Именно здесь ведущие передачи «Орел и решка» в Да Нанге спрятали $100. И как мы отправились на поиск этого клада, смотрите видео по ссылке в описании. Если поехать на полуостров Сантра, можно увидеть одну из крупнейших статуй Будды во Вьетнаме. Вход сюда бесплатный, но нужно обязательно одеть такую вот юбочку, которую выдают на входе, если вы пришли сюда в шортах или в короткой юбке. Полуостров Сантра виден со всех главных пляжей Да Нанга, и ехать сюда всего 15 минут на байке. Посещение храма Лин Унг бесплатное, парковка за донейшн. Храм был построен в 2010 году на месте древней пагоды, но он, в принципе, мало чем отличается от других вьетнамских храмов. Красивый, приятный, играет музыка внутри. Здесь нам понравились забавные фигуры, которые находятся по пути в храм. Рядом с пагодой Лин Унг находится одна из крупнейших во Вьетнаме статуй Будд. Это статуя Леди Будды высотой 67 метров, и внутри у нее 17 этажей, но зайти можно только на первый. Тут же всего в 5 минутах есть такая крутая пагода, и она тоже бесплатная. Один совет. Будете идти к пагоде, не оставляйте на байке пакетов с едой, обезьяны их могут порвать. На обзорную точку полуострова Сантра нельзя заехать на автоматическом байке, который мы сняли, поэтому нам пришлось оставить его возле охранников. За это нам пришлось заплатить 10 тысяч донгов. Но у нас был другой вариант – взять у охранников механический байк и заехать сюда вдвоем за 100 тысяч донгов. По полуострову Сантра ходят 3 маршрута автобусов. Они видны на карте, и стоят они от 45 до 80 тысяч донгов. Отсюда должен был открываться классный вид, если бы не было тумана. Еще одна бесплатная смотровая площадка
Это перевал Хайван по дороге в город Хюэ. Но чтобы увидеть Дананг и полуостров Сентра, нужно ехать в солнечную погоду. Хайян уступает по размеру многим вьетнамским городам, но не по количеству туристов. Иногда концентрация их тут просто зашкаливает. А все потому, что Хайян с японским мостом, сотнями китайских фонариков и пешеходными улицами входит в список наследия ЮНЕСКО. Японский мост – то место, ради которого все едут в Хайян, и невозможно его здесь не посетить, потому что он находится в центре, и раньше этот мост соединял две части старого города. Билет на комплексное посещение достопримечательностей старого города в Хайяне стоит 120 тысяч донгов. Мы удивились, что цены в Хайяне на жилье очень дешевые. Мы живем в отеле с бассейном, с включенным завтраком, с ванной в номере, с видом на сад и с выходом на такой мини-балкончик. И это все всего за $10. Кроме того, Хайян еще и столица портных во Вьетнаме. Всего за 2-4 дня вам пошьют все, что пожелаете. Стоимость от $14 за простой пошив и до $150 за что-то экстраординарное. Учитывая, что в Хайяне есть еще и музей гончарства, вход куда стоит 40 тысяч донгов человека, и там можно, кстати, научиться еще лепить из глины, то в Хайяне стоит задержаться на пару дней. Древний город Мишон тоже входит в список наследия ЮНЕСКО. Стоимость входа 150 тысяч донгов человека. И по ощущениям это место не хуже, чем все другие храмовые комплексы в Юго-Восточной Азии. Посещение Мишона явно стоит этих денег и полудня времени. Этот комплекс относится к древнему королевству Чампа, которое было здесь в Юго-Восточной Азии с 4 по 11 век. По крайней мере, эти раскопки именно в эти даты были. Здесь, в общем-то, мы были удивлены масштабами этого всего. Если честно, думала, что здесь просто будет несколько разрушенных штучек, и мы будем здесь пофотаемся 10 минут и уйдем. На самом деле здесь довольно большая территория. Мы вот здесь уже, наверное, часа 2 лазим по ней. И здесь нужно ходить пешком, но от парковки байков до непосредственно развалин ходит бесплатный шаттл, такой типа бас открытый. Нету никаких типа охранников, которые запрещают куда-то заходить, фотографировать. Все можно фотографировать, охранники практически незаметные. Золотой мост больше известен как мост с руками. Его построили всего 2 года назад, но так как ладони искусственно состарены, можно подумать, что эта достопримечательность древняя. Так как мост находится на высоте почти 1,5 километра над уровнем моря, то погода там может существенно отличаться от той, что в Дананге. Поэтому советую вам проверять прогноз погоды, чтобы не попасть в туман. В стоимость билета входит канатка, и где же вы еще такое увидите? Всего за 40 минут мы доехали от центрального пляжа Дананга до курорта Бана-Хиллз. Билет сюда стоит 750 тысяч донгов со взрослого. Но кассир нам сказала, что сегодня очень плохая видимость, и мы в этом убедились, когда посмотрели на веб-камеры. Хорошо, что они здесь есть. Можно понять, нужно ли вам тратить эти деньги на вход или все-таки подождать до следующего дня. Если вы приехали в Дананг в период с марта по сентябрь и погода отличная, и у вас есть денек в запасе, то почему бы не отправиться на остров Чам? На острове Чам есть кораллы, экзотические рыбки, чистые пляжи. Поэтому неудивительно, что из большинства отелей Дананга и Хайяна можно заказать однодневный тур на этот остров. На остров Чам можно доехать и на лодке из порта Дананга за 120 тысяч донгов с человека, плыть 1 час, но мне кажется, проще заказать тур. В принципе, из большинства отелей можно заказать туры на все эти достопримечательности, но учтите, что тогда вам придется привязываться к графику всей группы. Что по поводу городских автобусов? К некоторым достопримечательностям действительно можно добраться на автобусах, например, к Мраморной пещере или к мосту Дракона, но к большинству мест автобусы просто не ходят. Мы для себя поняли, что арендовать байк – это самый удобный способ перемещения по Вьетнаму. Это быстро, удобно и экономно. О том, сколько стоит аренда байка, я уже рассказывала в предыдущем видео. Также можно арендовать машину, и о машине я тоже рассказывала. Можно передвигаться еще и на такси. Конечно же, это будет самый дорогой способ передвижения, поэтому лучше заказывать такси в приложении Grab,
потому что вы сразу будете видеть сумму, которую вам нужно заплатить таксисту. Посмотрев 2 наши видео до Нанхи, вы можете понять, что цены здесь далеко не космические, и за $1 000 000 в день можно почувствовать себя миллионером. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, пишите их в комментариях, ставьте лайки видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Ура!